Неделю назад во время съемок мой дрон DJI Mini 3 врезался в эти скалы и остался где-то на большой высоте. Мы отправились на его поиски, долго лазили и искали, но скалы оказались труднопроходимыми и у нас не хватило снаряжения. Мы определили более-менее точное положение дрона и отложили его спасение на следующий раз. Об этих поисках посмотрите первую часть фильма. К большому сожалению, в течение этой недели в горах шли очень сильные дожди с грозами, и выйти на поиски не было никакой возможности. Каждый дождь ввергал меня в уныние. Я представлял, как мой переломанный от падения дрон лежит под струями дождя, и все его микросхемы медленно окисляются. За день до выхода на поиски я взял свой старый дрон Mini 2 и облетел район падения, заснял возможные варианты маршрута. Вечером мы с Олегом наметили наиболее вероятный путь и район скал, где может лежать наш пострадавший. О, давай. Подходи. Здесь такой живописный. Нет, выше. Ты петлю вешал? А? Здесь ты петлю вешал. Неужели здесь? Я спускаюсь. Это самый сложный момент на маршруте. Такие моменты называют ключ. Нужно было преодолеть эту стену со множеством живых камней. Ох ты, ох ты. А все сыпется тут. А? За что не возьмись, все сыпется. Давай. Слушай, дай-ка я локализую вот эти опыты. А куда ты хочешь шаг сделать? Вертикально вверх сделаю шаг. Бля, ну тут, по-моему, то же самое, что там. Не-не. А потом вылезу над тобой, вот на вот этой балде. Да не трогай, здесь вот страховка, вот так. Ты меня видишь, да? Давай выбивать будем. Пока никуда не торопимся. Швеллер. Блин. Вот и вся любовь. И выбил. Рукой, да? Ну не рукой, но хорошо, что не полез. Все, можно меня жестче взять. Все, пошел. Шаг вниз. Ошибочка. Бля, вот это смотрите. Вот это нормально смотрели. Да. Вот здесь вот, мне кажется, Ну да, здесь. проще. Так, молоточек подберешь, что ты его возьмешь. Тебе ее что, в петлю сделать или как? Что я... Как-то у меня азарт пропадает. Есть. Сейчас. Ты вспомнишь, что там Дрон. дрон тебя ждет. Папа идет. Что-то так долго. Ладно. На тебе петлю вот эту вот. Тебе бы вот левую ногу туда поставить. Зал. Где стоит правая? Да.
Надо отдышаться и Ну, подумать. ну может это я тогда? Сейчас, подожди. Тут просто, но мне очень страшно. Кушай. Теперь тебе этот конец дам и все, да? Да. Вот наверху хапалка по диагонали. Слушай, как эта фигня выдается? Свободный. Свободно выдал. А, ты нацепил. Вышел? Вышел. Ох, блин, ты мужик. Я тут через этот. Ну тут зуб такой. Он острый, лезвие. Тут лебедь. Свободен. Выбираешь? Так, немножко. Это на страховке. Понял. Я крючья выбиваю туда потихоньку. Все, пошел. Давай, готово. Ох, ничего себе. Бля, вот здесь вот толстый. Я специально вниз. Ну уже, наверное, вылазь. Сейчас. Что-то более-менее там. Аккуратненько. Областный. Бля, живой, не надо. Дальше сможешь? Еще. Бля, вот это... Сейчас. Я вот Кирилла лучше перекинуть. Опа. Вывалилось? Ой, конкретно что-то улетел. Если камень выпал, да? Ага. Давай, сейчас я слезу, блин. Как-то. Просто вот той покороче, который может не хватить. Фу. Теперь нам нужно было спуститься по этой стене вниз на зеленую полку и пройти по ней до места, где мы думали, что найдем дрон. Ну, ладно, я пошел. Так прямо жестко меня, да, колбасой? Да? Ага. Можно свободнее.
Ну, еще до стеночки метров 10. Нормально, так же все. Дома! О! Самостраховка! Дрон мы на этом месте не нашли, и нам пришлось лезть вверх по широкой вертикальной трещине под большую скальную пробку. А потом, пройдя влево по скользкой полке, Олег обнаружил лежащий там дрон. На удивление, внешне он оказался целым. Это очень меня порадовало. Смотри, 8. 8 на 1,5. Кидай, посмотрим. Отлично. А где крюк? Вот прямо под крюком и легла. Да. Проблема в том, что здесь такой рельеф, очень трудно организовать базу для страховки или повесить петлю, чтобы спускаться дюфером. Поэтому мы тут кто во что гораст стараемся. Ну, получится. Мы спустились с того камина, прошли по полочке, вон там зеленый, и поднялись по вот этой веревке, которую мы оставляли, красной, по перилам. А теперь нам нужно будет спуститься вот туда. Вот туда спуститься, и потом вон туда по полочкам куда-то уйти. Сейчас разберемся. Операция была успешна. Дрон мы нашли, но пришлось полазить. Сейчас вот спускаемся вниз, я спустился. За рощу идет, дюферяет. Такие неприятные несколько метров. Ну, в общем-то, вот такая погода сегодня. Что, Заур, как впечатление Ну, от спасательной операции? ну, Да, еще не конец, еще не конец. но цель достигнута, дрон найден. А вот еще живьем спуститься вместе с ним было бы здорово. Ну ничего. Будем Всё, стараться. веревки 3-4. Ну, да. Фух, ладно, сейчас лишнее убираем, да. Спасибо. Мы что, конфетку съедим какую? Давай, у меня Покурим вот до этого. этот, шоколадка есть. Ну, у меня тоже что-то положили в рюкзак там. Ты же в эфире.
Уже вечереет, и нам осталось еще 1,5 веревки. Это метров 60-70 до спуска, где уже нормально. Вот. Но посмотрим, мы должны успеть до темноты. В горах темнеет очень резко, и в темноте по сложному рельефу идти очень опасно. Поэтому мы очень спешили. Спустились к реке, к месту, где мы можем идти уже спокойно, без страховки, с первыми сумерками. Мы успели, и через 2 часа мы оказались в лагере. Там нас ждали поздравления, горячий чай и вкусная еда. А дрон оказался абсолютно исправен. После самодиагностики он сказал, что полностью здоров и готов к полету. Чудеса!